Блок 5. Акустическая система и микрофоны. Акустическая система имеет следующие преимущества. Система из 6 динамиков Hi-Fi, включая 2 низкочастотных с подавлением резонанса, объемный стереозвук, поддержка воспроизведения контента в формате Dolby Atmos, система из 3 направленных микрофонов с высоким коэффициентом сигнал-шум и поддержкой записи аудио студийного качества. Вот мы сейчас и проверим. Кстати, если вы захотите их найти в MacBook, Apple их закамуфлижила в динамике, поэтому включаете фонарь и находите серебристые отражатели. Это не брак, это микрофоны. Выход 3,5 мм для наушников. Спасибо, Apple, что оставили. Звуковая акустическая система, друзья, буду с вами честен. Я оценить такой звук профессионально не смогу. Но старался для вас найти те самые параметры, чтобы вы могли, знаючи все характеристики, прочитать между строк и увидеть с точки зрения оцифрованных результатов, хороший звук или нет. Искренне уважаю вас, друзья, которые работают со звуком. Вы просто супер мастера. Поэтому вот вам характеристики MacBook Pro 15 дюймов 2018 года, а вот характеристики нового MacBook Pro 16-дюймового. Теперь также добавим реальных звуковых моментов в ролик для проверки этих крутых динамиков. Звук записан на Zoom H6, чтобы вы услышали, как все это звучит своими ушами. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, that I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.
вроде шикарно. Также напоминаю, что часть динамиков смотрит вниз от клавиатуры, и тем самым при поднятии MacBook над столом мощность звука окрашивается сразу в плоский оттенок. Так что хотите ощущать качественный звук, нужно ставить на плоскую поверхность. Также, друзья, поскольку динамики смотрят вниз, их необходимо один раз в год чистить, иначе они забиваются пылью и грязью. Они как магнит для всего мусора в вашем корпусе. Поэтому, чтобы продлить им жизнь, раз в год снимаете крышку MacBook и вместе с кулерами чистите обязательно и динамики. Просто убирайте всю видимую грязь. Если нужна инструкция, говорите, я сделаю. Треск динамиков не зафиксирован, но были звуковые сбои в режиме работы в Logic, музыке и YouTube. Как будто кто-то ножом провел по кафелю. Это программные баги, поскольку в Windows такого не повторяется. Надеюсь, Apple допилит скоро все свои проблемы в macOS. Крутые 3 микрофона сравним с Zoom A6. У меня в подписчиках очень много специалистов, которые смогут оценить все своими ушами. Прошу вашему вниманию звуковое сопровождение, записанное на 2 устройства. Первое — это Zoom A6 и второй MacBook Pro 16 дюймов. Ну что, друзья, теперь я хочу сказать свои слова, чтобы вы оценили звук, записанный на Zoom A6 и непосредственно MacBook 16 дюймов. Что тут можно сказать? MacBook 16 дюймов начинает шуметь при длительности аудиозаписи свыше 5 минут. Что там такого великого делается, я не понимаю, но надеюсь, шумоподавление справится.
Оценка очень даже не дурная для ноутбука, но вот с шумоподавлением MacBook борется не так хорошо, как мы видели. Если учесть, что шум идет от собственных кулеров, которые на звуковой дорожке очень даже хорошо ощущаются и слышатся, то результат уже не кажется отличным, так как теряется весь смысл этих крутых 3 микрофонов студийного качества. С таким же успехом я могу купить обычную петличку за $20 и записать звук с уменьшенным шумом, просто увеличением расстояния между MacBook и проводным микрофоном. Также добавлю, что в тесте был запущен только Final Cut для аудиозаписи. Аудиозапись длилась 8 минут. На 3-й минуте уже начали шуметь кулеры. В компьютере больше не было открыто никаких программ и система работала от батареи. Зачем было включать кулеры на такой простейшей работе, мне непонятно. Видно, сказывается еще недостаточная оптимизация macOS Catalina. Ну, неудивительно, если здесь еще заставки тормозят. Я сомневаюсь, что 3 микрофона записывают звук и используют все ресурсы компьютера. Я смотрел мониторинг системы, я же все мониторил. Видеокарта не задействована, процессор тоже работает на расслабоне. В общем, непонятно. Но, друзья, результат вы услышали. Считаю, данный тест провален. Результат хороший с точки зрения звука, но кулеры включаются и все нам портят. Гениально. Короче, решайте сами. По итоговому результату я вас предупредил. Надеюсь, Apple сможет оптимизировать работу macOS в данном вопросе, поскольку данный дефект перекрывает всю выгоду от микрофонов. Оценка динамиков 9 из 10, минус 1 балл за программный баг. Оценка микрофона 5 из 10, минус 5 баллов из-за шумоподавления кулеров. Автономность. 8790 мАч батарейка установлена в MacBook Pro 16 дюймов. На полную зарядку уходит 1 час 50 минут. Это если MacBook полностью в выключенном состоянии. У MacBook Pro 16 дюймов, друзья, отличные показатели энергопотребления, особенно в состоянии простоя. Но это относится только к macOS, так как Windows 10 видеокарта Radeon Pro постоянно активна и расходует энергию. А отсюда и вытекает время автономной работы. Под нагрузкой батарея не разряжается, находясь на кабеле зарядки. Но мониторы, такие как LG 27 дюймов и тому подобные, не смогут предоставить необходимую вам мощность через Thunderbolt 3. Необходимо искать 100-ваттные мониторы, которые смогут вас запитать. Если вы собираетесь играть или делать сложные проекты, тем более. В таком случае ноутбук начинает расходовать заряд батареи, чтобы перекрыть нехватку энергии. Еще одним преимуществом MacBook Pro 16 дюймов над предшественником является время работы именно от аккумулятора в режиме просмотра определенных фильмов. В новой 16-дюймовой модели производитель увеличил емкость батареи с 83 до 99,8. Это предельно, друзья, допустимая емкость, разрешенная в аэропортах мира. А также не все, друзья, знают, но именно до 100 Вт-часов может передавать Thunderbolt 3. В воспроизведении ролика через Wi-Fi MacBook Pro 16 продержался 11 часов 58 минут. Превосходно, я считаю, результат. Показатель предыдущего MacBook Pro 15 в аналогичном испытании на 14% меньше при емкости батареи, на 20% ниже. Время работы при воспроизведении материала с компьютера в кодеке H264 составило 9 часов 40 минут, что на 20% хуже, чем у предшественника. Поэтому, друзья, когда мы тестируем ноутбук, на время просмотра видеоролика очень важно обращать внимание, какое видео и как воспроизводится. Через интернет, где практически не задействуется видеоядро и процессор, или через встроенный плеер, который задействует аппаратные ресурсы компьютера. Обычно у ноутбуков время воспроизведения видео больше, чем время работы через Wi-Fi. У MacBook Pro 16 ситуация полностью наоборот. Так что Каталину еще предстоит доработать с точки зрения оптимизации декодеров. И уверен, в будущем ситуация это улучшится. Итого, фильм через Wi-Fi, фильм через плеер, игры или тяжелые задачи под macOS разряжают MacBook Pro 16 дюймов, друзья, без всяких великих результатов за 1 час 5 минут. При загрузке процессора и видеокарты одновременно. И яркости дисплея 85%. Но также могу сказать следующее. При одновременной загрузке температура аккумуляторного блока выходит за порог 40 градусов. И достигла у меня при длительном часовом стресс-тесте на видеоядро и центральный процессор 42 градуса.
42 градуса для аккумулятора – это уже нехорошо. Также при данном тестировании аккумулятор выдает меньше энергии – 74 Ватта. И тем самым проседает либо процессор, либо видеокарта в производительности, либо оба одновременно проседают. Поэтому от батареи на высокую производительность не рассчитывайте. Главное условие в длительном тесте – следить за температурами сенсоров аккумуляторной батареи. И в случае перехода за порог в 40 градусов принудительно повышать скорость вращения кулеров на максимум. При этом температура от электросети не поднимается до таких критических значений у батареи. Расход батареи за 12 часов в режиме ожидания у MacBook Pro 16 дюймов составил, угадайте, 0%. Вот где, а тут я, друзья, приофигел. Предшественники тратили по-любому в режиме простоя до нескольких процентов, начиная с macOS 10.13. А тут 0% расхода в режиме ожидания за 12 часов. Браво, Apple, браво. Но это только MacBook Pro 16 дюймов. Уверен, сейчас Apple оптимизирует всю систему именно под него. Время работы в стандартном режиме. Видео, документы, веб-сайты, чуть FaceTime, на яркости авто, в светлом помещении. В общем, стандартная офисная работа. Так у меня MacBook продержался на моем личном тесте ровно 7 часов 10 минут. Хорошо это или плохо, судить, друзья, вам. Мое резюме следующее. Результат один из лучших на рынке, если учесть, какая мощь внутри данного ноутбука весом всего 2 килограмма. Также не забывайте делать калибровку аккумулятора 2-3 раза в месяц, чтобы продлить ему жизнь. Как это делать, есть в ролике про эксплуатацию MacBook на зарядке. Уже есть на канале.